Чтобы сдвинуть стол с места 400 ньютонов, потребовалось приложить силу в 200 ньютонов. После того, как стол сдвинули с места, для дальнейшего его равномерного передвижения достаточно было силы в 150 ньютонов. Определите коэффициент трения покоя и коэффициент трения скольжения. Нам известно о том, что есть стол весом 400 ньютонов. И для того, чтобы сдвинуть его с места, пришлось приложить силу F1 равно 200 ньютонов. И для того, чтобы дальше передвигать его равномерно, понадобилась сила в 150 ньютонов. Нужно определить коэффициент покоя и коэффициент трения. Вот у нас есть предмет, стол, вес которого равен P. P равно 400 ньютонов. И есть сила, которую мы сдвигаем этот стол с места, F1 равна 200 ньютонов. В данном случае мы ускорение-то не прилагаем, мы просто сдвигаем его с места. То есть вот эта сила должна просто преодолеть силу трения. Сила трения в данном случае у нас будет равна μ умножить на вес, естественно. В это F1 напишем, должна быть равна F трения. А сила трения у нас равна μ умножить на вес, на P. Итак, отсюда сравним вот эти два значения. F1 равно μ, что множится на P, F3. Отсюда μ будет равно F1, что делится на P. То есть мы получаем такое значение F1. F, если до деталей разбираться, так вот эта F1 должна быть немножко больше, чем сила трения, либо равна этому значению. В этом случае можно написать вот такое значение, что F1 равно, это крайний случай. F1 может быть и больше силы трения, но самое минимальное значение это F1, когда равна вот этой силе трения. F1 тогда делим на P, получаем μ, то есть 200 ньютонов, делим на 400 ньютонов, получаем 0,5. Коэффициент покоя будет равен 0,5. Ну а теперь, когда этот стол равномерно перемещают по поверхности, без ускорения, в этом случае у нас будет сила трения тоже противодействовать движению стола. Вот она, эта сила трения. И есть, естественно, вес стола. Но есть сила, которая передвигает его. Это F2. Поскольку у нас идет равномерное перемещение, без ускорения, там в этом случае сила, которая перемещает этот стол, будет равна просто силе трения. То есть F2 равна F трения. Вот в этом случае F трения. А что такое F трения? F трения это P умножить на μ. F трения равно μ умножить на P. Точно так же, как и здесь. В данном случае μ будет, сравним вот эти две величины, F2 будет равно μ умножить на P. И тогда это μ2 уже будет считаться. Тогда мю2 равно F2, что делим на P. F2 у нас известно 150 ньютонов, делим на 400 ньютонов, равно приблизительно 0,375. Оба этих случая, которые мы рассматриваем, вот тело не движется с ускорением, просто тело сдвигают с места, преодолевая силу трения. И все. В данном случае F1 будет равно этой силе трения, которая стоит на месте. А когда идет равномерное скольжение, вот, и сила трения уже другая, и тогда сила, которую приложили сюда, тоже будет равна силе трения, только в этом случае трение уже будет осуществляться с меньшим коэффициентом трения. Коэффициент покоя, как правило, больше, чем коэффициент скольжения. Там разные в зависимости от поверхности и так далее. Все это зависит в каждом случае конкретно. Но после сдвига тела, обычно тело сдвигают с большим усилием, а в дальнейшем тело уже движется с меньшим усилием. Поэтому, если оно движется равномерно, сила, которую мы прикладываем, будет равна просто силе трения. В данном случае два коэффициента. μ покоя у нас будет равен 0,5, а μ передвижения равномерного 0,375.